Тот факт, что люди за рулем зачастую не могут себя держать в руках и идут на поводу своих эмоций, вы уже знаете, но помимо этого хватает и абсолютного чудачества, которое водители выписывают на дорогах. Именно такие ситуации вы и увидите в этом выпуске. В первом сюжете крутая ледяная горка и двое владельцев заднеприводной классики решили, что это отличный повод повеселиться и посоревноваться, кто же сможет заехать из них первым. У одного ничего не получилось, но он хотя бы смог съехать и никуда не влететь, а вот второго на желтый ожидала абсолютно противоположная картина. Он повстречался с ограждением и чуть не вознаградил человека, который корячился, перелазя через забор рядом. Владелец Патриота впереди что-то намудрил не так с креплением прицепа, и на первой же кочке он отстегнулся и поехал отдельно от него в свободное плавание. В итоге завершилось все это действо на обочине эффектным переворотом кибитки на 360 градусов. А как вам такое? Семейная пара закупилась в магазине и пришла к своему Матизу. Как можете заметить, жена заскочила в машину за 1 секунду. А вот мужчине понадобилось немало времени на то, чтобы уложить все так, как он задумал. И по своей забывчивости или надежде на то, что жена заметит, что он еще не все сделал, оставил дверь растопыренной настежь. В то же время она уже успела приготовиться к началу движения и, не глядя ни на что, газанула, что есть сила, уверенно вывернув дверь наизнанку о припаркованную машину. Автор ехал, соблюдая скоростной режим, но это крайне сильно не понравилось водителю Рено, и у него включился безудержный трепак прямо посреди дороги. Сначала он начал вилять влево-вправо, а затем и вовсе затормозил в юз, стирая свои шины. Но суть в том, что движение в городе быстро обесценило все эти непонятные закидоны. Тем не менее, выразить свою гениальную реплику он все равно не постеснялся. Думаете, ДПС не чудят, но то, что вы увидите сейчас, докажет абсолютно обратное. Они начали поворачивать налево из правой полосы, не глядя в боковые зеркала, и залетели в боковину иномарки, двигающейся рядом. И когда это случилось, тут же переместили машину с места событий. Таксист впереди ехал по левой полосе и неожиданно начал тормозить, в то же время второй, который был позади него, видимо залипал в телефоне и вовремя не успел среагировать на то, что делает его коллега. И вдавил педаль тормоза в пол тогда, когда это уже было бесполезно. Шкода абсолютно спокойно проехал этот участок, но вот таксист на Весте так быстро несся вниз со снежной горы, что не рассчитал свою скорость и впендюрился прямиком в автора видео. Ладовод начал выезжать с парковочного места и полон уверенности, что не заденет Kia, поддал газку. Когда его бампер уже уткнулся в бок Kia, он подумал и решил, что надо бы уже доделать дело до конца, и продолжил дальше. После того, как он сделал задуманное, наступила вторая фаза сложных размышлений, оставаться ли ему там или можно по-тихому смотаться. Он выбрал второй вариант, но камера на подъезде в итоге все расставила по своим местам. Водитель Пола явно видел, что дорога сложная, и перед тем, как выехать на основную трассу, должен был посмотреть, нет ли там того, кто может ему помешать выполнить маневр. Но вместо этого он полон уверенности полез под поток снега от КамАЗа, который чистил дорогу, и получил в итоге надолго запоминающийся урок. Владелец серебристой иномарки четко видел, что впереди него по левому краю дороги едет КамАЗ, и очень долго надеялся проскочить прямо, считая, что камазист его замечает. Но на деле же он его не видел, и когда тот начал перестраиваться, вместо того, чтобы остановиться на время и переждать, тем более с его стороны были видны сугробы, он выбрал другой вариант – продолжать ехать рядом до победного. Черная Toyota начала аккуратно поворачивать налево, и когда уже могло показаться, что она все сделала, произошло неожиданное. Он не вписался и, чтобы по-быстрому это решить, включил заднюю передачу, сделав водителю, который был сзади, неожиданный подарок. Mitsubishi стояла в очереди на заправку, и дабы ускорить процесс и заехать на другую колонку, он включил задний ход и с максимальной уверенностью, будто бы там никого нет, полетел в автора. Уроки от автошколы водителям-новичкам во дворе зимой не лучшее решение, и конфуз, произошедший в этом видео, крутое тому подтверждение. Бывают люди, которые многого стесняются, но вы только гляньте на пассажира этой бэхи, который вышел и сделал свое скунское дело прямо посреди дороги, а потом сел и как ни в чем не бывало поехал дальше. Ну и крайняя на сегодня ситуация, в которой иномарка сначала начала разворот налево, а затем поперла через пешеходный переход, прихватив на своем пути столб.